Моя семья на данный момент это я, мама и моя доченька Валерия, ей 11 лет. Мы из города Мирнограда приехали сюда в апреле прошлого года. Это 80 километров от Донецка, шахтерский периферийный городок. А до этого наша история началась еще в городе Донецке. Лерочка там родилась, и мы планировали там свою жизнь, но начались очень активные военные действия. До конца, конечно, никто не понимал, что происходит. После так называемого референдума 11 мая начались очень сложные драматические события для каждого из нас. Было какое-то, наверное, ощущение непринятия ситуации. Мы не понимали, чем это может закончиться, насколько это все может быть масштабно и насколько это могут быть последствия для жизни. Ребенок, как бы, естественно, чувствовал это все, да, вот эту всю обстановку, когда там эти звуки громкие и так далее и тому подобное. Первый раз она была маленькая, ей было 2,5 годика, ребенок не особо понимал, что происходит. Это была больше проблема моя, как мама, да. Как бы я была не в ресурсе, мы были в таком ужасе, мы не понимали, что делать, куда дальше двигаться и как вообще это все можно воспринять. Мы выехали в Мирноград. И так сложилось, что последние 8 лет мы там прожили. Когда все вот настолько усилилось и настолько все было опасно, мы прекрасно понимали, что нужно сделать этот шаг и расстаться с моей мамой, с другими близкими, родными людьми, с друзьями. Мы ехали в никуда. Первая наша остановка была в Днепре, но было очень громко, было шумно, поэтому мы понимали, что как бы смысла особо выезжать так близко нет. И поехали дальше по Украине. Останавливаясь где-то, пытаясь остановиться, задержаться. Ну, в итоге вот Трусковец нас принял, и вот сколько времени мы здесь. Второй раз уже, ей было 10 лет, когда мы выезжали. Конечно же, она не хотела, она была категорически против. Но это был уже пустой город. Все дети, с которыми она дружила, по сути, все семьи покинули. Это очень страшно, когда ты выходишь на улицу из квартиры, а там никого нет, пустота. Ни машин, ни людей. И ты вечером не можешь включить свет. И вот эта паника, вот эта постоянно, знаете, атмосфера угнетения, когда вокруг опасность. Это новые, другие были, конечно, ощущения, но я понимала, что я так долго не смогу просто. И периодически прилетала, летала и так далее. Я объяснила ребенку, что нам нужно поехать на какое-то время, на 2-3 недельки. Объяснила, почему. Но самое, наверное, драматическое расставание для нее было это расставание со своей кошечкой любимой. Запомнилась, наверное, поездка, потому что впервые у меня так плохо было, когда я ехала. Здесь, вот если говорить про город Трусковец, про людей, которые нас приняли, мы безмерно благодарны. И про непосредственно фонд и команды фонда, то они нам очень здорово помогли. И Лере в том числе, потому что это действительно была работа системная, реабилитация ее. И вот постепенно она выходила из этого состояния. Сейчас, конечно, тоже бывает, как бы усугубляются эта тоска за домом, за бабушкой, за животными, своими питомцами домашними, но как бы это уже не до такой степени. Мы как бы живем, у нас прихисток для ВПО. Це дитячий санаторій у Трускавці «Джерело». Мы там столько времени уже. Сначала, конечно, ребенок, она просто не хотела выходить из комнаты. Вот эти все моменты, зажимы меня не примут. То есть вот этот страх. И как бы, если говорить о бытовом, то это всегда с мамой, только с мамой рядом, потому что новая обстановка, новые люди, как бы хорошо они не относились к ней, все равно это опасность, я боюсь. То есть мир не безопасен для меня. Вот этот вот постоянный посыл. И действительно это было очень сложно, не знаю, как для нее, для меня очень. Но сейчас я очень вижу, конечно, изменения позитивные и здорово, но это заслуга не только как бы ее, да, что она развивалась, преодолевала, это заслуга действительно людей, которые вот здесь работают. Она полюбила их, ее полюбили, много очень люди сделали для нас, и безмерная благодарность, и я надеюсь, что и дальше будем сотрудничать, как бы, да, и дальше это внимание будет нашим детям, потому что оно действительно очень необходимо.
Я бы посоветовала, конечно, в первую очередь думать не о себе, а о детях. Страх бесспорно есть. Я понимаю, что люди привыкают ко всему, что их окружает. Но это ужасно. Те последствия, которые потом отражаются на детках, их порой невозможно исправить. Дети не должны этого все видеть. И я советую, конечно же, обязательно выезжать. И, как показал опыт, люди везде понимают, люди везде принимают и помогают. И мы надеемся, что однажды мы все вернемся домой, что он у нас есть, что он у нас будет. Но надо жить здесь и сейчас, потому что это наши дети, это наше будущее.